Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки». Меня зовут Владимир Исаев. И да, наконец-то, прошло всего лишь чуть больше месяца. У меня в руках Breedlove, концертина, самая маленькая разновидность. Давайте ее послушаем, посмотрим, чем она отличается от всех остальных Breedlove, которые мы уже посмотрели. На этот раз у нас с вами Breedlove из их такой, скажем, стандарт серии, которая называется Oregon. Это их такая базовая, хорошая американская серия. И в руках у меня, как я уже сказал, самая маленькая моделька. Это такой, я даже не знаю, как описать словами. Это меньше по ощущениям, чем 3.0 от Martin. То есть это меньше, чем стандартная оркестровая дека. Но как будто бы и не парлор, потому что парлор, он такой вытянутый, совсем узкий, а это вся такая со всех сторон уменьшенная, и дека потоньше. В принципе, она такая очень компактненькая в руках. Гриф крепится на 12-м ладу, что тоже схоже где-то с парлорами. Но, в общем, гитарка маленькая. Она сделана из Миртлвуда, как уже знакомая нам гитара Джеффа Бриджеса, и вообще по материалам явно они родственники, они где-то из примерно одной серии, из одного сегмента. Значит, здесь верхняя дека Myrtlewood, как уже видно, он такой волнистый, чем-то напоминает красное дерево. Задняя дека Обечайк тоже из Myrtlewood, естественно, массив. Гриф сделан из твердого клена, Hard Rock Maple. И накладка и подставка сделаны из черного дерева. То есть спеки такие уже привычные для Breedlove, абсолютно непривычные для всех остальных. Есть целая история с тем, как хорошо влияет вырубка именно Миртлвуда, которую они компенсируют за счет высадок новых плантаций этих древесных, как они выбирают только старые, там уже отживающие свой век деревья. Короче, все из себя экологичные гитары из Миртлвуда, что, естественно, сейчас модно и классно. И, в целом, не просто модно, а еще и, в принципе, актуально. Че уж. То же самое, клен — это довольно устойчивое к вымиранию дерево. С черным деревом, и вот тут зато мало. То есть привычные для компании Breedlove материалы. И кроме того, что они привычные, я еще и... Это моя любимая история из них, что они заново перепроектировали внутренности гитары. То есть тут ничего такого супер-сверхпринципиального измененного нет. Тот же самый X-Bracing, что и у гитар с начала прошлого века. Но они дизайн всех мелких дощечек подобрали специально для этих материалов. То есть эти гитары Breedlove в материалах нестандартных для всех остальных компаний звучат отлично. Да, собственно, можете послушать. Мы вам поиграем, я вам поиграю. Вы послушаете, как она звучит. Звучит очень даже достойно.
Что здесь еще интересного, кроме материалов корпуса? Здесь стоит электроника. Это пьезозвукосниматель и предусилитель от LR Baggs EAS VTC. Тут только пьезозвукосниматель, в отличие от всех предыдущих гитар, которые мы посмотрели, у которых стояла система с микрофоном внутренним. Здесь только один пьезик. Это, в принципе, большинству людям более чем достаточно, и это нормально. Это классный звукосниматель. Отдельно классно, что они ничего не пропилили, как обычно, а всего лишь поставили пьезозвукосниматель. И здесь маленькие контроллеры вот тут внутри, только громкость и тон. Ну, эквалайзер с двумя крайними положениями. Больше высоких, больше низких. Такой вполне традиционный для такой компоновки. Классно, что ничего особо сильно здесь не изменено в гитаре. Захотите, поставите такой звукосниматель, какой нравится, хоть магнитный, хоть что. Единственное, магнитный, вы здесь можете увидеть, что розетка немножко уменьшенная. Возможно, будут какие-то проблемы с установкой под размер. Я абсолютно не гарантирую, в смысле, я абсолютно в этом не уверен. Мне просто кажется, что розетка довольно маленькая. Ну или она выглядит такой аккуратненькой на фоне вообще всей деки. Надо мерить. Все остальные звукосниматели, там, K&K, все встанет вообще легко. Понравился ли мне звукосниматель LR Baggs сразу, который стоит в этой гитаре? Да, мне кажется, что это одна из лучших систем пьезозвукоснимателей, которые вообще есть. Я их очень поддерживаю, и мне нравится, что Breedlove ставит именно их, а не бренд других пьезозвукоснимателей. Мне они нравятся больше всего. По удобству, что могу сказать? Гитара действительно маленькая. Если вы, как я, относительно крупный молодой человек, то, возможно, можно посмотреть на гитарки побольше, потому что она прям крохотная. Она очень тоненькая, не знаю, как это вот нормально показать, но она правда очень тоненькая. Она компактная. Крепление грифа на 12-м ладу чуть-чуть меняет вообще эргономику игры. Это, в принципе, любой парлор возьмите в руки. Это, правда, немножко другие ощущения. Не то же самое, когда много лет играешь с креплением грифа на 14-м ладу. Это немножко сбивает, начинаешь промахиваться мимо позиций. Вообще дело 2 минут. Тем не менее, должен про это сказать. Грифы очень удобные. Они относительно тоненькие, в меру широкие. То есть не добавить, не отнять. Можно было бы потолще, но это заходит далеко не всем. А вот такие грифы, по моему опыту, любой человек возьмет в руку и скажет: о, удобный гриф. Сверху, снизу завалены супер аккуратно. Большой палец сверху легко ложится. Если зажимаете так же, как я часто, большим пальцем сверху, это здесь очень удобно, ничего не натирает. Лады довольно маленькие, как и традиционно на большинстве акустик их такие ставят. Что еще могу рассказать про эту гитару? Могу рассказать про то, какое у меня было впечатление от звука. Впечатление от звука примерно такое. Традиционно, когда уменьшаешь корпус, нижняя середина начинает потихонечку выпирать. И вот иногда бывает так, что нижняя середина выпирает, и ты играешь на чуть-чуть вот подглушенных, вот на таком тембре где-то. И тебе кажется, что гитара начинает совсем гудеть, и тембр инструмента, и вообще ноты, которые ты играешь, начинают скрываться за гудежем и за низкими частотами, за нижней серединой. Здесь мне показалось, что довольно читаемо при всем при этом. Естественно, гитарка для фингерстайла подходит отлично, ноты звучат прям отчетливо, выбираются очень легко. Это не большой дредноут, на нем довольно легко играть все фингерстайловые, тихенькие, аккуратненькие переборчики. Но и бой тоже, в принципе, мне очень даже зашел. Пытаюсь найти хоть какой-нибудь минус, чтобы сказать, что вот это мне прям точно не понравилось. Не знаю, что мне здесь не понравилось. Мне не понравилось только то, что я, кажется, с этой гитарой выгляжу совсем каким-то огромным. Вот, но это личные проблемы, абсолютно не проблемы гитары. А как вам она по звуку? Мне кажется, супер достойно звучит. Оставляйте нам комментарии внизу по поводу того, как вы находите такие гитары компании Breedlove. Как вам вообще гитара из Миртлвуда? Что вы думаете по поводу всей этой темы с экологичностью? Ну а на этом я прощаюсь. Обязательно ставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Здесь есть электроника. Это LR Baggs. А там невозможно. А здесь я только и делаю, что вынимаю ноты. Прям вот они. Тепленькие такие. То есть низов-то дофига, но читается.